Существует ли реальная угроза тому, что наша страна Беларусь может стать придатком империи? Разворачивающиеся на территории Беларуси с весны-лета 2020 года события, связанные с фальсификацией выборов и узурпацией диктатором Лукашенко власти, демонстрируют тенденцию преобразования проблемы внутриполитического, внутрибелорусского характера в проблему регионального и общеевропейского значения. То есть сегодня это не только проблема нас, белорусов, не только внутри Беларуси. Сегодня это проблема для Европы, для нашего региона. На сегодняшний день Кремль, играя на низменных чувствах Лукашенко, жаждущего только одного — сохранения своей власти, использует полезного идиота для реализации своих имперских амбиций. Ради политического выживания Лукашенко будет готов пойти на любые жертвы. Для того, чтобы сохранить себя лицом псевдоконтролирующим территорию Беларуси, он готов пойти на разрушение государства, сознательно или нет. Им руководит низменное чувство, которое называется болезнью столетий. Болезнь властью. Сейчас мы наблюдаем реализацию полномасштабного системного плана по инкорпорации Беларуси, осуществляемый Кремлем прежде всего в экономической, военной, культурной и информационной сферах. При создании базового плацдарма следующим шагом Кремля следует ожидать политическую инкорпорацию Беларуси, которая поставит под вопрос белорусскую государственность. При этом абсолютное поглощение Беларуси нельзя исключать при сложившейся конъюнктуре. Демотивация белорусского общества, внешнеполитическая пассивность ЕС и США в отношении действий Кремля на белорусском направлении, подавление национального самосознания как ключевого сдерживающего фактора поглощения России и Беларуси. Останется лишь квазиреспублика со своим флагом и голосом в ООН. Как это было уже в нашей истории во времена БССР. Все эти предпосылки имеют потенциал развития в случае сохранения статус-кво во внутренней политике Беларуси, а именно полного отсутствия демократических прав и свобод граждан. Только свободное общество сможет противостоять угрозе утраты независимости и суверенитета Беларуси. Главным фактором, стоящим в качестве препятствия на пути развития прав и свобод в Беларуси, является диктаторский режим Лукашенко. Поэтому борьба с ним сегодня для белорусов имеет не только ценностный и общечеловеческий характер, но фактически ставит вопрос о перспективах сохранения государственности Беларуси. В развивающейся геополитической ситуации мы отдаем отчет в том, что белорусам предстоит борьба за свободу, а значит и за независимость. Только став субъектом, белорусский народ сможет отстоять свои права на определение самостоятельной внутренней и внешней политики своей страны. С точки зрения внешнеполитического аспекта, сохранение независимости Беларуси уменьшает угрозу, в том числе и для нашего соседа и партнера Украины. Именно узурпатор своей политикой поставил белорусов перед таким испытанием. И у нас нет времени на долгие рассуждения и подготовку. Если сейчас демократические страны, а самое главное, мы с вами, белорусы, не поймем важности быть едиными, продолжать выступать вместе и добиваться наших целей действиями, то есть два варианта, я думаю, которые не устроят нас. Государство Республика Беларусь может исчезнуть или стать формальным придатком очередной империи. Выбор за нами. И этот выбор – действие.